Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Zilla кран наш позади. В этой серии я планирую уже начинать работать на этом кране. Но прежде, конечно же, чем мы начнем работать, нам нужно немножко доделать. Я хочу убрать люфты, наверное, собрать переднюю морду, а также нам нужно установить стойку. Одним словом, еще провести определенные доработки. С каждой серией мы будем дорабатывать Zilla крана уже, не просто ремонтировать, а дорабатывать. Это важно, разница очень большая. Огромная благодарность всем за поддержку на Boosty. Если у вас есть желание поддержать нас, ссылка будет в описании. По подписке на Boosty вы будете получать периодически каждые 2-3 дня оперативную информацию о том, что происходит у нас в гараже. Все, присаживайтесь поудобнее, серия обещает быть очень интересной. Вам приятного просмотра, но мы начинаем. Очень мне интересно, как запустится он на холодную. Вот мы просто пришли, есть ли шансы у нас его запустить. Просто пробуем. Вообще ну что, я вам хочу сказать, вообще классно. Вода у него слита. Ее мы сейчас, естественно, зальем. Ну, он запустился, вообще никаких проблем. Так что, наверное, это успех. Единственное, хочется чуть-чуть сделать раньше зажигания, потому что он немножко работает не совсем красиво. Ну, хочу чуть-чуть, прям чуть-чуть хочется. Решили мы сделать сразу датчик температуры. Сейчас с Димой здесь копошимся. Вот температура у нас уже подсоединена. И вот там идет провод вот этот на давление масла. Дима, посмотри, дергается на масло датчик? Дергается. Отлично. Так, парни, иду на задний двор. Возникла у меня мысля, как нам реализовать глушилку. Нашел у себя в закромах такую специальную штуку. Сейчас вам все покажу. Вот так вот обычно я хожу взад-вперед целый день. Туда, назад, туда, назад. Вот что у меня есть. И именно эту вещь мы будем использовать для глушилки. Вот так эта конструкция работает. Здесь у нее фиксатор такой, чик. Это увеличенные обороты. Эта машина заглушена. Сделаю еще пропил, либо здесь можно, допустим, заварить, чтобы были еще увеличенные обороты для работы установки направо, например, а налево холостые обороты. То есть, ну, типа такого вот что-то сделать. А сюда надо, заглушил. Вот так вот. Мне кажется, нормальная тема. Чик. Снимаем нашу систему подсоса и увеличенных оборотов. Но на ее место сейчас просверлим отверстие и установим наш новый механизм. Вот такой вот. О, сверлим отверстие. Здесь я этот рычаг установил, осталось только теперь сделать ту часть, которая будет на двигателе. Волшебная фея, пока меня не было, ночью изготовила вот такой красивый кронштейн для крепления тросика глушилки на наш ТНВД D240. Это вообще шедевр какой-то. На токарном станке без перчаток выточила вот такую вот втулочку. Сюда тросик заходит, а отсюда будет выходить. И надо устанавливать. Посмотрите, какая красота. Наверное, раз 8 она примеряла, здесь ходила. В любом случае, фее огромное спасибо. Главное верить в чудеса, и все получится. Точим на токарном новый чопик. Он будет удлиненный, с отверстием, чтобы здесь нам закрепить тросик вот в этом месте. Все, вот такой удлиненный чопик у нас будет. Осталось просверлить 2 отверстия и установить на мотор. Никогда не сверлите большими оборотами. Это не ускорит процесс, а только лишь убьет сверло от перегрева. Маленькими оборотиками пошел.
Ну что ж, все, наша деталь готова. Теперь осталось только все это установить. Вот. Такая красота. Что ж, всю систему я собрал, подрегулировал, все работает четко. Сейчас вам покажу. Все предельно просто. Дополнительный тросик, который держит холостые. Потом тросик убирается и двигатель глохнет. Из салона это выглядит вот так. Здесь холостой ход. В правую сторону увеличенные обороты. И глушилка. Ставим на холостой ход. Запускаем мотор. Я уже запускал, все проверил. Вот у нас холостой ход. Холостые обороты. Надо увеличенные. Вот увеличенные для работы крана. Температура работает. Зарядка есть. Ну, вот так. Заглушили. То есть все работает четко. Вообще классно. Вот здесь в этом рычаге есть специальная резьба, с помощью которой я отрегулировал холостой ход. Если что, это можно откорректировать больше-меньше. Но если делаешь очень малые обороты, то он тогда сильно вибрирует очень. А так нормально. И будет воздух качать нормально, и будет установка работать. Ну вот такие дела. Продолжаем заниматься зилокраном, готовить его к работе. Финальный аккорд — это, конечно же, покраска вновь установленных деталей. Без этого никак, иначе соржавеет и будет некрасиво. А так оно сольется с этой всей массой нашей общей. И будет аккуратно все выглядеть по-заводскому. Все как мы любим. Наконец-то мы устанавливаем мордашку на наш зилокран. Мне хочется уже поскорее, потому что внешний вид ну такой неопрятный, без морды, без этой. Запускал АТС просто, чтобы проверить, вообще работает он или нет. И из него он льется вода уже минут 20. Я чуть-чуть в сторонку проехал. Льется и льется и льется. Ну хорошо, что льется хоть без масла. Морду я зажал. И смотрите, нашел крепление для глушителя на нашем бампере. Так что глушитель будем по вашим многочисленным просьбам делать именно в передней части. Мордашка собрана, штука установлена. Под капотом у нас здесь все красиво. Сюда нам больше залазить пока что в ближайшее время не нужно. Единственное, давление масла сделать и сделать вот эту вот сапун. Он уже пришел, осталось только его забрать в магазине. Еще нам нужно решить будет проблему с баком, но это чуть попозже мы решим, естественно, сделаем все. Пока что по временной схеме поработаем. Ну и сейчас хочу заняться самим краном, установкой. Самая большая проблема у нас это вот болтанка. Так, ее нужно убрать. Также нужно сделать вот здесь фиксаторы какие-то наверняка есть. Хочу выкрутить, проверить, что там за фиксаторы. Хотя этот вот выкручивается. Наверное, какой-то шарик будет с пружиной. Не знаю. Ну да, шарик с пружиной. Его просто поджать надо, видимо. Да. Шарик там есть. Просто нужно поджать. Ну а с этой стороны нужно будет раскрутить, конечно. Сейчас сразу займемся, давайте, фиксаторами. Чтобы у нас уже хотя бы одно было дело сделано. Вот, все, сразу заработал фиксатор. Интересно, есть там шарик? И тоже есть, видите, какая болтанка здесь на рычаге. Не совсем правильная.
Сейчас мы его попробуем снять, этот рычаг. Посмотрим, что там внутри. Ага, шлицы. Там внутри шлицы, которые, конечно же, чуть-чуть подвыработались. Так, что мы можем придумать? Может быть, как-то поджать его сюда. Не так болтался. Вот та самая болтанка, которую нам нужно устранить. Здесь просто капец, блин. Что ж, разобрал наш рычаг. Все, что там было из фиксатора, это вот пружина. Сейчас же я сделал новую шайбу. Пришлось повозиться, но вроде бы должно работать. Пружину взял от какого-то тормозного механизма. Не знаю, насколько жестко будет, но в любом случае это все можно отрегулировать просто болтиком. Ну, вот так я восстановил этот рычаг. Отправляюсь домой, продолжим завтра. Ну что ж, воспользуемся способом старым дедовским восстановления шлицевой. Да? У нас здесь кардана нету, оборотов больших нету, поэтому вот так сделаем. Несколько вставок из замедленной проволоки. Если будет болтаться, мы можем прихватить здесь полуавтоматом. Если на крайний случай там что-то понадобится нам поменять, то мы сможем просто болгарочкой подлезть и аккуратно подпилить. Мне кажется, рабочая схема вполне. Ну, болтанка уже меньше, но все равно фигня. Нужно подварить, да и все. Я думаю, это оптимально будет. Но прежде чем здесь подваривать, нужно обязательно вот эту выработку нужно поднаварить здесь и подзачистить. Ну, а только после этого устанавливать рычаг, потому что здесь шарик наш нифига не работает. Доброе утро, друзья! У меня в руках гофра, у меня в руках сапун. Наконец-то все это пришло. Вот, и это означает, что Зилокран будет совершенствоваться дальше. Ну, скажем так, не совершенствоваться, а доделываться. Да. Вот здесь фильтр. Ну, давайте уже покажу. Этим мы займемся чуть позже, а сейчас я хочу сделать в установке, вварить вот такой карданчик с обычного набора ключей. На переключение у нас реверса, помните, разбитая очень сильно крестовина. Вот. Ну там не крестовина, а какой-то такой непонятный механизм самопальный. Мы вот такую варим, это будет надежно. А также сейчас займемся рычагом, сразу установим рычаг, восстановим посадочный подщелкивающий фиксатор. После этого уже займемся крестовинкой. Так что много болтовни не надо. Начинаем сразу работать. Определенного успеха здесь я добился. Все четко. Единственное, хочу все-таки попозже запустить. И здесь либо подпилить. Ну, в общем, нужно еще убедиться, что все четко работает. Потому что могут либо не доключаться передачи. Я сейчас не могу понять. Из-за вот здесь болтанки на валу. Следующее, что мы сделаем, это займемся, конечно же, вот этой вот конструкцией. Вот, потому что хочется здесь сделать, чтобы четко работало. Вот, поэтому сейчас отпиливаем там крестовину и ввариваем новую. Отпилил болты, фиксирующие нашу крестовину. Здесь такая выработка, что даже вон не вынуть. Есть. Удобное положение рычага я выставил. И, соответственно, будет здесь все у нас четко. Заходишь, не цепляешься за рычаг, он не мешает. И одновременно будет удобно переключать реверс у нас. Напомню вам, что это рычаг реверса. Либо в одну сторону, либо в другую. Все лебедки. Сейчас варю крестовину. Варить с камерой не хочу, потому что испортил защитное стекло на камере именно сваркой. Вот, казалось бы, не долетают эти точечки, но они реально долетают. Вот так варил крестовинку. Все супер, вообще так красиво. Прям радуется глаз. Потихоньку, помаленьку Зилокран превращается в классную тачку. Да, очень медленно, но пытается. В комментариях вы мне писали, что нужно полить тросики наши. Обязательно, согласен. Вот, и желательно, конечно, смазать еще ролики все. Но это уже чуть позже. Здесь еще работы, мама, не горюй. Ну что ж, реверс у нас работает. Да, болтанка осталась, но уже гораздо приятней. То есть чувствуется и фиксация, и, ну, однозначно приятней
Есть сама болтанка еще в редукторе, в вилочках, но вы понимаете. Но, тем не менее, сейчас уже все это будет гораздо удобнее и комфортнее работать. Так, дальше по тому рычагу мы сейчас запустим мотор, разберемся. Приварил тоже ручку здесь, потому что болталась. Так что теперь все будет аккуратненько. Еще нужно сделать, вот здесь сиденье будет. Но это чуть позже. Еще одно дело, которое я хочу сделать, это сделать выхлоп на нашем зилокране. Выхлоп будем делать вперед. Хочу хотя бы вывести его сюда, потому что не знаю, какую бочку буду использовать. Бочки у меня нету. Родная эта бочка вроде бы не очень такая, но я чуть попозже гляну ее. Вот. И я просто переживаю, что здесь закапчивается моторный отсек. Вот. Наш новый покрашенный, он уже закапчивается вот там от глушителя. Поэтому хотя бы выведем сюда глушак вперед. Ну, посмотрим, как будет получаться. Вот, так что использовать будем трубу штатную зилокрановскую. Вот сейчас ее отпилю и будем пробовать уже прикидывать вместе, естественно, с гофрочкой. О! У меня, к сожалению, нету возможности выставиться. Вот так прям получится все. Наверное, вот чуть-чуть в сторонку еще уйдем. Так, перехватил вроде. Вы знаете, посмотрел на нашу зиловскую бочку. Оказывается, она вполне себе нормальная, из ресивера, как мы любим. Сама она целая, но здесь вот, видите, прогнило. Но мы здесь прямо отрежем. Этот выход нам не нужен. Отрежем, его заварим. Ну и вот этот кончик тоже не очень красивый. А так ресивер вполне себе еще походит. Так что отрезаем, завариваем, примеряем. Я думаю, будет ходить. Такое чувство, что там внутри ничего нет. Эй, гали-гали. Подогнанная гофра выглядит вот так. Сейчас моя задача открутить эти две гайки, обварить все и установить обратно. Это нам нужно для того, чтобы свариться вот здесь, чтобы у нас вся конструкция уже была суцельная. Эту часть глушителя я уже подгоняю. Он будет примерно вот так стоять. Вот. Ну, здесь, естественно, мы все усилим, подварим. То есть все на резиночках. Ну, все четенько будет. Все, заварил эту часть, можно устанавливать. Это был финишный этап изготовления нашего глушителя. Все, как вы просили в комментариях, глушитель под бампер. Сюда штучка. Здесь нижняя часть ресивера. Заднюю латку заварил, здесь все обварил. Первое крепление у нас там, второе тоже здесь вот на резинке. Ну и все должно быть четко. Зазорчики везде есть. Ну, посмотрим, чтобы оно только не грюкотело. Но глушак уже готов. И я думаю, нужно сделать обязательно пробный запуск и послушать, как работает теперь наш двигатель с глушителем. Особо тише он не стал работать. Дыма нет вообще. Температура у нас работает, давление масла пока что, к сожалению, нет. Надо бачонок установить. Но
все не успеешь сделать. Здесь закинул эту, примерил нашу защиту коробки. Вот, надо ее прикрутить. Вот, и надо сейчас заварить кабину вот эту. Пока сварка здесь, положить латку, вырезать аккуратненько и припечь, чтобы здесь было все аккуратно. Ну что ж, все попробовал, работает, и прям уже четче. Даже работает сцепление, усилитель. Одним словом, можно сказать, что кран готов уже к работе. И работа его ждет. Это наш кузов от КамАЗа, который нужно переставить нам сюда и заниматься его ремонтом. Это первая работа, которая нужна очень нам срочно. Сейчас я отправляюсь на обед. После обеда мы накачаем колесико и попробуем испытать уже наш кран в работе. Накачиваем колесо. Спустило оно только снизу, поэтому не страшно, сейчас накачается. Ну и еще одна проблема, о которой я совсем забыл, это наши винты. Вот, я, конечно, попробую поднимать без винтов, но очень сомневаюсь в успехе. Кузов не такой легкий, и это может закончиться печально. Поэтому посмотрим, если нам удастся винты эти раскрутить, то будем, конечно же, пользоваться. Ну вот наш кузовок. Надо еще подумать, как его зацепить. Тоже вопрос открытый. Ну и надо, наверное, отогнать АТС. Он нам будет мешать. А вот, кстати, подарок от наших подписчиков. Огромное спасибо. Печенюхи, кофе. Я в комментариях прочитал, оставил вам подарочек на заборе. Ну, вообще, огромное спасибо. Огромное спасибо от души. Как раз к чаю послеобеденному. Ну пусть качается, сейчас будем испытывать. Все, завод. Ну что ж, первая поездка на зелокране. Поздравьте нас, это сбылось. Я признаюсь вам честно, эмоции у меня, конечно, зашкаливают, потому что столько трудов было вложено в то, чтобы вот эта машина просто вот поехала, начала двигаться. Ну, это победа, маленькая победа. Ну что ж, вот так выставил кран. И наша задача взять там кузов, его провести вот здесь
И, наверное, положить у нас на место компрессора. Вот сюда. Чтобы у нас здесь остался кран. И у нас осталось место для АТС. И у нас еще будет место для еще одной машины. Так что, наверное, это будет оптимально. Единственное, я чуть переживаю. Возможно, льнет дождь и нам придется сваливать. Погодка у нас какая-то чуть-чуть поменялась. Дождик освежил все вокруг, в том числе и меня. Я здесь занимаюсь лапами. Эту лапу разработал. Сейчас осталось еще 2. И вот та вообще не знаю пока, в каком она состоянии. Но ее раскладывать не буду, потому что нам в эту сторону не работать. Наверное, только те 3 нас устроят. Не знаю. Пишите, может быть, действительно нужно всегда все 4 раскладывать. Но большой нюанс, который у нас есть, это у меня нету вот этих подставок. Поняли? Под эти вот винты. Ну, сейчас мы попробуем вот в таком варианте. Просто бруски подложим мощные. Ну, надеюсь, выдержат. У нас здесь вес небольшой, кузов всего лишь. Это для зила. Наверное, он может и без этих лап поднимать. Вы все у меня спрашиваете, когда Прага, где Прага? Скорее Прага. Вот Прага. Прага уже помогает нам. Не знаю, правда, что с этого выйдет. Эти лапы реально очень легко поднимают всю установку. То есть, ну, крутишь без усилия, а все поднимается. А еще у нас плывет масло, как будто у нас гидравлические опоры. Так, ну, в принципе, горизонт еще чуть-чуть можно довлянуть, а так вроде все нормально. Дождь, зараза, не дает. У меня такое чувство странное, что кузов наш надо нам сразу цеплять боком, чтобы его поставить боком, и можно было нам откручивать эти доски. Да, их нужно менять, это однозначно. Поэтому пробуем. Все, качаем воздух. Сейчас будет что-то с чем-то. Не знаю. Может не хватить высоты. Ну, зацепил там стропа, там стропа. Сейчас паук подведем. И будем пробовать поднимать. Внутри достаточно шумно, но нам-то пофиг, нам на нем не работать.
Но вообще не советую вам переделывать на дизеле этот D240. Здесь машина превращается в дробайку. Очень шумно. Так, солярочки долил. Ну, пробуем. Так, надо сейчас вспомнить, что тут у нас. Значит, ага, все, вспомнил. Это стрела. Так. Это, наверное, вниз. А это вверх. Да. Потихоньку, нам спешить не надо. Попробуем сразу две операции, еще и поднимать крюк. Да, можем. Вот одновременно идет и крюк, и стрела вверх. Теперь только стрела. Так, давайте поворот теперь. Угадаем? Не угадали. Да, это, конечно, интересно, но, блин, опасное очень дело. Наверное, вот так. Так. А теперь крюк. Нет, это стрела, спокуха. Тут нейтралка. Так. Стрела вниз. Нет, надо наоборот. Аккуратненько, потихоньку попробуем использовать наш кран. Ну и, наверное, хорош. Это в нейтралку. Реверс тоже в нейтралку. Можно идти цеплять.
Это очень страшно, но очень интересно. В общем, у нас там косяк. Сейчас вам покажу. Но отсюда это не так страшно, нормально. А с кабины это безумие. О, запчасти вывалились камазовские. Ё-моё. Надо их собрать будет. Косяк у нас вот какой. Смотрите, чуть не выломал я всю эту нашу лапу. Потому что она не разложена и цепляется установка за нее, представляете? Ну а так, груз он этот не чувствует вообще. Я как бы сильно здесь не хочу ходить. Лапа вообще никак не врезалась в дерево в это. И та нормально стоит. То есть, ну, как бы, по-моему, вообще огонь. Ну что ж, скрипя зубами, мучаясь, что-то трещит там, но срабатывает электроклапан почему-то электромагнитный, и он дергается, дук-дук-дук-дук, тормоза закроются, откроются, что, короче, глючит. Вот, это максимум, что он смог, скажем так, дать, этот кран, так. А мне бы хотелось его, конечно, сюда, кузов этот, как-нибудь. Распереживался, думал, вас зацепил. Сейчас опущу кузов, так, потом стану на место, где стоял зилокран, опять разложусь и поставлю его возле себя. Наверное, такая схема будет правильная. Взяла сюда, перегнал, и сейчас берем кузов и будем пробовать его сюда вот ставить. Температура 80. Можем глушить. Все. Моя работа как крановщика выполнена.
Пойдем посмотрим, сколько топлива мы спалили. Так, ну, у меня было где-то вот так. Не полная канистра была. Ну, 2 литра где-то спалили мы на эту работу. Я считаю, это ни о чем. Термостат открылся. Отлично. Ну, держит температуру 80. Я считаю, что для первого нашего задания, для крана, Зилокран вообще хорошо справился. Без вопросов. Вот. Работает. Ну, да, все, везде люфты. Карданчик наш опять разболтался. Видимо, когда мы варили сваркой, он там что-то нарушилось, и он, в общем, болтается. И опять у меня в реверсе огромная-огромная болтанка. По кузову, сами видите, доски под замену. Вот эта доска, не знаю, надо ее как-то здесь вот как раз есть соединение, то что вот эти целые части я менять, естественно, не буду. Оно все еще крепкое на века, потому что начинаю, вот они доски, кажется, гнилые. А внутри вон берешь, она доска, блин, еще звон. Вот. Кузов сейчас стоит безопасно на бортах, не на чалке, они ослаблены. Вот, поэтому не опасно здесь находиться. Ну вот такая здесь обстановка. Я думаю, нам нужно будет помыть, поменять здесь доски нижние, все это покрасить и собрать как-то. Вот эти вот болты, наверняка тут возникнут нюансы. Но я вижу, как здесь сделано, щиты сделаны, видите, и щиты эти, они прикручены. Как будто их можно убрать. Вот откручиваешь, убрал, откручиваешь, убрал. Интересно, конечно. Ну, да ладно. Посмотрим, как-нибудь будем разбираться с этим всем делом. Ну, а сейчас мне нужно забрать ключи, которые там валяются. С КамАЗа вывалились с ящика. И загнать АТСа. На сегодня это все, друзья. Огромное спасибо, что были с нами. Огромное спасибо за поддержку. Не забывайте про наш телеграм-канал. Там тоже много всего интересного. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего только самого наилучшего. В следующих сериях мы займемся зилокранами, КамАЗами, шмазами. Всем подряд. Сегодня я очень устал. Ну, пойду домой. Всем хорошего настроения. Всего только позитивного, наилучшего. И всем пока.